Первые упоминания о петрушке встречаются в древнегреческой мифологии. По легенде, петрушка выросла из крови Архея, сына Гермеса, бога торговли и воровства. Она была также символом победы и славы, часто использовалась в венках, вручаемых победителям спортивных состязаний. Першур – так называли петрушку в Древнем Риме. Название произошло от греческого слова «петрос», означающего «камень», в связи с тем, что петрушка часто росла среди камней. В середине прошлого тысячелетия петрушка использовалась не только как пряность, но и в медицинских целях. Ей приписывались свойства стимулировать аппетит и укреплять зрение. В современных исследованиях петрушку изучают специалисты в области ботаники, сельского хозяйства, кулинарии и фармацевтики. В этом увлекательном видео мы рассмотрим 10 удивительных секретов о пользе петрушки, а также в каких случаях она может навредить здоровью. Как всегда, самое интересное будет в конце ролика. Подпишитесь на канал, чтобы не потерять это суперполезное видео, и мы начнем. Секрет номер 1. Обогащение организма полезными веществами и витаминами. В петрушке содержится примерно в 3 раза больше витамина С, чем в лимоне, и почти столько же аскорбиновой кислоты, сколько в черной смородине и сладком красном перце. Причем растения, выращенные в северных регионах, гораздо богаче, иногда в 4-5 раз, витамином С, чем их южные родственники. Кроме того, в петрушке представлены и витамины группы P, которые в биологических процессах часто действуют в паре с аскорбиновой кислотой. В зависимости от разных условий выращивания, в петрушке содержится от 2 до 20 мг каротина, тиамин, рибофлавин, флавоноиды, никотиновая кислота. Богата эта зелень и витамином К, участвующим в синтезе протеинов, необходимых для нормальной свертываемости крови и обмена веществ в мышечной и соединительной тканях. Для получения суточной нормы витамина К достаточно съесть примерно 10 граммов петрушки. Секрет номер 2. Широкие лечебные свойства. 1000 лет назад знаменитый Авиценна в своем «Каноне врачебной науки» утверждал, что с помощью петрушки можно остановить кашель, избавить от проблем с дыханием и от сдавленности в груди, вылечить астму, печень, селезенку, активизировать мочеполовую функцию. Почти 7 веков спустя в лечебнике «Прохладный вертоград» среди целебных свойств растения тоже упомянули способность петрушки излечивать болезни печени и мочевого пузыря, а также демонстрировать мочегонный эффект. Но кроме этого, в лечебнике были даны рекомендации по применению петрушки для нормализации пищеварения, улучшения зрения, заживления десен и ран на теле, восстановления почек и замедления воспалительных процессов. А еще через 2 века, в 19 столетии, из семян петрушки начали производить препарат, который медики того времени назначали для лечения малярии, невралгии, избавления от менструальных болей и нарушений менструального цикла. Большинство из перечисленных лечебных свойств растения и сегодня используются в различных терапевтических практиках. Секрет номер 3. Детоксикация организма и похудение. Петрушка обладает мочегонными свойствами, помогая организму избавляться от избыточных жидкостей и токсинов. Сама по себе петрушка, низкокалорийная пища, содержит порядка 30-40 килокалорий на 100 грамм. Однако, в диетологии это продукт не самостоятельный, монодиету на нем не построишь. Поэтому петрушка рассматривается в программах похудения, в первую очередь, как вспомогательный элемент питания, помогающий человеку получать необходимое количество полезных для здоровья веществ. Так, петрушка входит в состав коктейля для похудения, который называется «Легкость принцесс». Рецепт. 250 мл минеральной воды перемешиваются с кашицей из 20 граммов перемолотой петрушки, 20 граммов укропа и 1 огурца среднего размера без кожуры. В смесь также зачастую добавляется сок половинки лимона. Считается, что при отсутствии противопоказаний такой коктейль можно пить до 1 литра в день. Кроме этого, петрушка может влиять на вес и как мочегонное средство. Она и отеки убирает, и помогает сократить употребление поваренной соли без потери вкуса пищи.
Наконец, петрушка активизирует пищеварение и обмен веществ, что со своей стороны тоже способствует контролю веса. Секрет номер 4. Решение проблем мочеполовой сферы. В народной медицине мочегонный эффект легко достигается благодаря молодым всходам растения, которые добавляют в салаты. Для этого семена высаживают на марлю в плоскую тарелку, заливают водой и, удерживая посуду в светлом теплом месте, просто дожидаются появления ростков. Для лечения более серьезных проблем обычно прибегают к изготовлению настоев и отваров, преимущественно из семян и корня. При заболеваниях урологической природы, пиелонефритах, циститах, простатите, целебные отвары и настой готовят с добавлением большого количества воды, потому что здесь важно снижать концентрацию мочи и максимально увеличить отвод из мочевых путей продуктов распада. Пример применения отвара при урологических проблемах. Для приготовления средства берут корень петрушки, 1 штука, измельчают его вместе с зеленью и в течение 30 минут отваривают в 1 литре воды. Применяют средства по 100 мл дважды в день. Если аналогичным образом готовятся семена растения, то их отвар пьют по чайной ложке дважды в день, запивая 2 стаканами воды. Пример лечения простатита. Свежий корень растения мелко нарезается и заливается крутым кипятком из расчета 1 столовая ложка сырья на 100 мл воды. Средство настаивается 10-12 часов, процеживается и принимается по 1 столовой ложке 4 раза в день за полчаса до еды. Зимний, сухой корень петрушки для этих же целей берут из расчета 4 столовые ложки на 100 мл воды. Сырье заливается кипятком в термосе и настаивается 8-10 часов. Принимают микстуру также по 1 столовой ложке за полчаса до еды. Курс длится 2,5 месяца. Пример коррекции менструальных проявлений. В случае возникновения болезненных или несвоевременных менструаций семена петрушки 4 чайные ложки заливаются 250 мл воды и варятся четверть часа на очень медленном огне. После остывания и процеживания средства по 1 столовой ложке принимается 5 раз в день между приемами пищи. Секрет номер 5. Противовоспалительные и противомикробные свойства. Флавоноиды и другие биоактивные соединения в петрушке обладают противовоспалительными свойствами, что может быть полезно при заболеваниях суставов и других воспалительных процессах. Петрушка содержит эфирные масла, такие как мирцин и эфирное масло апигенола, которые обладают противовоспалительными свойствами. Петрушка содержит фитохимические соединения, такие как лутеолин, который может помогать в снижении воспаления и улучшении здоровья. Медь, содержащаяся в петрушке, также имеет антимикробные свойства и может помогать в предотвращении роста бактерий. Аргинин, этот аминокислотный компонент петрушки, может поддерживать здоровье, обеспечивая противомикробные свойства. Секрет номер 6. Решение проблем ЖКТ и стимуляция пищеварения. Проблемы ЖКТ средствами, сваренными из разных частей петрушки, народная медицина вызывала желчегонные и ветрогонные эффекты, а антиоксидантные свойства растения использовала для профилактики поражения слизистой желудка путем снятия окислительного стресса. Петрушку рекомендовали также для повышения кислотности желудочного сока и для нормализации секреции желез ЖКТ. В античные времена люди были уверены, что петрушка способна тормозить скорость опьянения. Чтобы дольше сохранить ясный ум во время застолья, это растение начали культивировать и разнообразить с его помощью рацион. В наши дни петрушкой тоже иногда закусывают, чтобы оставаться трезвым, хотя чаще этой пряной зеленью теперь просто эффективно освежают дыхание после алкоголя, чеснока или лука. Петрушка способствует процессам пищеварения, улучшая аппетит и усиливая выделение желудочных соков. Секрет номер 7. Борьба с диабетом. Исследования показывают, что петрушка может помочь снизить уровень сахара в крови, что полезно для людей, страдающих диабетом. В экспериментах на лабораторных животных экстракт петрушки показал эффективность в лечении сахарного диабета 1 типа. В эксперименте на диабетических и здоровых крысах ученые проверяли эффект 2 растительных экстрактов, среди которых был и экстракт петрушки.
Влияние экстрактов оценивалось сразу по нескольким параметрам: массе тела, глюкозе в плазме, инсулину, общей антиоксидантной способности, уровню малонового диальдегида и других. В результате было установлено, что экстракт петрушки значительно снизил средний уровень глюкозы в плазме и уровень маркера перекисного окисления жиров, а также заметно увеличил средний уровень инсулина в плазме и общую антиоксидантную способность. Секрет номер 8. Укрепление костей. Содержание кальция в петрушке делает ее ценным продуктом для поддержания костной ткани. Витамин К, также присутствующий в петрушке, играет важную роль в регулировании костной ткани. Он помогает управлять уровнем кальция в костях и может уменьшать риск развития остеопороза. Магний, встречающийся в петрушке, сотрудничает с кальцием, помогая ему правильно встраиваться в костную ткань и укреплять ее. Витамин D, хотя и не в больших количествах в петрушке, поддерживает всасывание кальция в кишечнике, что важно для укрепления костей. Медь, присутствующая в петрушке, участвует в образовании коллагена, протеина, который придает костям прочность и гибкость. Микроэлементы, такие как бор, цинк и марганец в петрушке, способствуют поддержанию минеральной плотности костей и защищают от их потери. Аминокислоты, входящие в состав петрушки, являются строительными блоками для формирования костного марганца. Антиоксиданты и противовоспалительные соединения в петрушке способствуют защите костей от свободных радикалов и воспалительных процессов. Включение петрушки в ежедневную диету может быть важным шагом к поддержанию здоровья костей и предотвращению различных заболеваний, связанных с костной тканью. Секрет номер 9. Защита сердечно-сосудистой системы и нормализация артериального давления. Антиоксиданты в петрушке могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В некоторых публикациях утверждается, что сок и эфирные масла петрушки благотворно влияют на функциональность сердечной мышцы. Предполагается также, что свежий сок может нормализировать работу щитовидной железы и коры надпочечников, а также, что он способен укрепляюще влиять на стенки капиллярных кровеносных сосудов. Вот пример снятия отеков сердечно-сосудистой природы. Холодный настой готовится из корня петрушки. Для этого измельченные корни и листья 1 столовая ложка заливаются теплой водой 250 мл и настаиваются в таком виде 8 часов. Принимается настой трижды в день по 1 столовой ложке. Важно не забывать, что при сердечных отеках растительное средство на основе петрушки не может заменить лекарственных синтетических препаратов и сердечных гликозидов. Его рассматривают только как часть комплекса вспомогательной терапии. Экстракт петрушки был связан с нормализацией давления, что делает ее полезной для тех, кто сталкивается с проблемами гипертонии. Секрет номер 10. В косметологии. Настои и отвары корней петрушки, иногда смешанные с соком лимона, иногда в чистом виде, известны как одно из самых популярных средств для отбеливания лица, выведения веснушек, пигментных пятен, следов загара. Отварами корня петрушки в народной медицине избавляют не только от косметических, но и от медицинских проблем. Примочки, пропитанные отваром или соком, накладывают на лишаи и воспаление. В домашней косметологии с помощью маски из перемолотой в кашицу зелени петрушки решают проблемы мелких морщин, особенно вокруг глаз, а также угревых высыпаний. Есть легенда, что такую омолаживающую и освежающую маску любила носить Таис Афинская, Гетера и вторая жена правителя Египта Птолемея I, до этого прославившаяся отношениями с Александром Македонским. Сегодня реже, а в старину часто различные части петрушки использовали для повышения крепости волос. Еще в 1788 году в издании «Экономический магазин» был опубликован рецепт известного в то время агронома Болотова, который рекомендовал, чтобы волосья из головы не лезли, измельчить в порошок семена петрушки и напудривать таким растительным порошком волосы в течение нескольких дней. Опасность, вред и противопоказания петрушки. Концентраты петрушки, экстракты, отвары, настои, масла противопоказаны при воспалительных заболеваниях почек и остром воспалении мочевого пузыря.
В первую очередь, речь здесь идет об эфирном масле, отварах и настоях семян и корней. Содержащийся в эфирных маслах опиол в высоких неконтролируемых концентрациях может повредить ткани выводящих органов. А избыток оксалатов способен вызвать рост камней в желчном пузыре и почках. Даже свежую петрушку не рекомендуют для лечебных диет номер 1, 1А, 1Б в случаях обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Исключают зелень из диеты номер 4 при поносах, вызванных заболеваниями кишечника. Ограничивают на столе номер 7 при обострении почечных заболеваний. Также запрещены к употреблению большие количества и концентрированные препараты разных частей петрушки при эпилепсии, нарушении солевого обмена, подагре, оксалурии из-за содержания в растении пуринов и щавелевой кислоты. Отдельное внимание следует уделить употреблению петрушки при беременности. Главную опасность для вынашиваемого плода представляет опиол, который относится к сильным спазмолитикам. В концентрированном виде он может спровоцировать сокращение матки и аборт даже в пищевом применении. Нередко спазмолитическое свойство петрушки в прерывании нежелательной беременности используется сознательно. В качестве абортивного средства петрушку применяют, начиная с античности. Однако самостоятельные попытки спровоцировать выкидыш могут привести к смерти женщины. В виде обычных побегов петрушка серьезной опасности не представляет. Опиола в зелени немного, в листьях растения эфирных масел в 10-12 раз меньше, чем в семенах, и превысить пределы допустимого количества достаточно сложно. Тем не менее, беременным все-таки советуют не злоупотреблять опиолосодержащей едой и ограничивать объемы потребления свежих листьев петрушки 10 граммами. Кроме опиола, в состав эфирных масел входит миристицин, производная элемицина, который считается психоактивным веществом, способным влиять на ясность сознания. Из-за него в 2011 году плоды и эфирное масло растения были запрещены в России к использованию при производстве БАДов и попали в перечень частей растения, которые содержат наркотические вещества. Ситуацию с запретом неоднократно комментировали представители наркоконтроля РФ, акцентируя внимание на том, что зелень петрушки к наркотикам не относится и ее оборот не ограничивается. Наконец, еще одной угрозой здоровью, которую несут большинство огородных растений, считается загрязненность листьев петрушки различными патогенными микроорганизмами и гельминтами. Поэтому зелень, собранную с открытого грунта, рекомендуют максимально тщательно мыть перед употреблением. Это особенно важно, поскольку свежие листья, перед тем, как попасть на стол, далеко не всегда подвергаются термической обработке. В этом смысле гораздо безопаснее тепличные растения, растущие на гидропонике в изолированной среде без риска попадания на них фекалий животных, капель кислотных дождей и влияния других негативных факторов. Сколько петрушки безопасно съедать в день? Петрушка является ценным источником многих питательных веществ, однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. Обычно безопасное количество петрушки варьируется в зависимости от индивидуальных факторов, таких как возраст, здоровье и личные предпочтения. Однако существуют рекомендации, которые могут служить ориентиром. Для листьев петрушки обычно безопасно употреблять до 1-2 столовых ложек свежих листьев петрушки в день. Вы можете добавлять их в салаты, супы или другие блюда. Для корня петрушки. Корень петрушки также можно употреблять в ограниченных количествах, обычно до 1 столовой ложки в день, например, в виде добавки к супу. Сушеная петрушка. Если вы используете сушеную петрушку, рекомендуется следить за количеством, так как сушеная форма более концентрирована. Обычно 1 чайная ложка сушеной петрушки может заменить 1 столовую ложку свежей. Развеяние мифов про петрушку. Миф номер 1. Петрушка – просто украшение и не имеет питательных веществ. Реальность. Этот миф далек от правды. Петрушка обладает высоким содержанием витаминов, минералов, кальций, железа и флавоноидов. Ее регулярное употребление в пищу может значительно обогатить ваш организм полезными веществами. Миф номер 2.
Петрушка не имеет лечебных свойств. Реальность. Наоборот, петрушка была использована в народной медицине для лечения различных недугов. Она приписывается положительным влиянием на пищеварение, дыхательные пути и даже на уровень давления. Миф номер 3. Только листья петрушки используют в пищу. Реальность. Нет, все части петрушки могут быть использованы. Листья применяют в супах и салатах, стебли для приготовления бульонов, а корень как пряность. Миф номер 4. Петрушка способствует образованию камней в почках. Реальность. Этот миф не имеет научного обоснования. На самом деле, петрушка может помочь в поддержании здоровья почек благодаря своим диуретическим свойствам, помогая избавиться от лишней жидкости. Миф номер 5. Витамин К в петрушке может вредить. Реальность. Витамин К в петрушке играет важную роль в поддержании здоровья костей и свертываемости крови. Однако, для тех, кто принимает антикоагулянты, рекомендуется консультироваться с врачом по поводу уровня потребления петрушки. Вывод. Петрушка – это не просто украшение на тарелке, но и настоящий кладезь питательных веществ, а ее лечебные свойства подтверждаются многовековой историей использования в медицине. Научные исследования продолжают расширять наше понимание полезных свойств этого зеленого растения, давая основания воспринимать петрушку не только как специю, но и как ценный элемент для поддержания здоровья. Помните, что всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, прежде чем вносить значительные изменения в свой рацион. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии.